Добрый день! Это видео будет посвящено первобытному искусству. Первобытное общество – это древнейший период истории человечества, а значит и культуры. Все началось с первого примата, который не только использовал камень и другие подручные материалы для своих нужд, но и приберег его для другого подобного случая. Произошло это примерно 3 миллиона лет назад. Кстати, в современной науке известны животные, которые поступают подобным образом. Это и вороны, достающие насекомых при помощи палочки, и обезьяны, раскалывающие орехи камнем, еще каланы, морские выдры, которые для таких же нужд носят камень с собой, или некоторые осьминоги, таскающие ракушки для защиты. Человек же умеет применять многоразово разные подручные средства. Условно можно сказать, что страсть к накопительству функциональных вещей – это один из факторов, который сделал человека человеком. Первобытный период делят на каменный, медный, бронзовый и железный. Однако все эти термины достаточно условны. В каменный пользовались не только камнем. Медный относят к переходным и в некоторых классификациях включают в следующий – бронзовый. Он характеризуется появлением сплава из меди и олова. Считается, что бронзовый длился до первого тысячелетия до нашей эры, однако в Америке железный век не наступал до конца 15 века, а в Австралии и Океании до 17. Каменный век делится на древний палеолит, средний мезолит и поздний неолит. Последний начинается неолитической революцией, переходом от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Случилось это примерно 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, в районе плодородного полумесяца. И это сложный вопрос первобытной культуры, поскольку до сегодняшнего дня нет единой теории, объясняющей, зачем люди поменяли свой образ жизни. К позднему неолиту относят и древнейшие образцы искусства. Современные находки в Марокко, ЮАР, Израиле и других странах, возможно, поставят под сомнение это утверждение, но пока это только гипотезы. Первобытное искусство было открыто в XIX веке. Самым древним видом искусства признана скульптура. Особую роль здесь играют статуэтки так называемых палеолитических Венер. Первой в 1864 году обнаружили Венеру распутную во Франции. А старейшая из них, можно сказать бабушка, это Венера Швабская, найденная в Германии. Ее относят к периоду 35-40 тысяч лет назад. Пусть вас не смущает красота дамочек. Исследователи пока спорят о предназначении подобных фигур. Но основная версия предполагает, что они символизируют собой плодородие. Поэтому у большинства широкие бедра, большие живот и грудь, достаточно четко обозначенная вульва, но маленькие или отсутствующие голова и руки. Самая известная из палеолитических Венер – Венера Виллендорфская, найденная в Австрии. Обратите внимание, голова у нее есть, а вот с лицом не повезло. Но у меня есть версия. Возможно, это просто шрамирование, тип татуировки шрамами, как на этих фото. Можно предположить, что она лысая и по всей голове покрыта шрамами, глаза закрыты, а намек на рот – маленькое отверстие. Подобные фигурки были найдены в Италии, Чехии, России, в том числе и на Зарайской стоянке в Московской области и в других странах. В конце XIX века археолог-любитель де Саутола вместе с дочкой буквально набрел на пещеру Альтамира в Испании. 11 годами ранее местный охотник обнаружил вход в пещеру, когда освобождал свою застрявшую собаку. Его рисунки не заинтересовали, а вот археолог вместе с другом раскопал пещеру и датировал рисунки палеолитом. В настоящее время их относят к позднему палеолиту. Позднее было найдено еще много подобных пещер по всему миру. Самая ценная и знаменитая из них – Ласка во Франции, потому что в ней почти 2000 сохранившихся рисунков. Их датируют периодом 15-18 тысяч лет назад. Эту пещеру, кстати, тоже нашли случайно. 4 мальчишек в 1940 году. Упала сосна, в которую попала молния, образовалось отверстие, а дальше историю вершило юношеское любопытство, а после него долгий труд археологов. Больше всего будоражит воображение исследователей и обычных людей объекты первобытной архитектуры. Это мегалиты.
Сооружения из огромных камней, которые появляются в третьем-втором тысячелетии до нашей эры по всему миру. Их назначение до сих пор вызывает споры. Среди них выделяют менгиры, вертикальные камни высотой более 2 метров. Одна из версий предполагает, что такие глыбы – аналог современных стел, устанавливаемых как погребальные или памятные знаки. Их датируют неолитом, медным и бронзовым веком. Дольмены – это относительно небольшие сооружения, сложенные из больших камней. Возможно, это погребальные сооружения. Они встречаются по всему миру. На территории России их много в Адыгее и Краснодарском крае, относящихся к 3-2 тысячелетию до нашей эры. Но есть и более древние. Например, Крю-Кобертея в Испании датируют 4 тысячелетием до нашей эры. Кромлехи – круговые ограды из вертикально стоящих менгиров. Тут масса версий использования. Календарь, храм под открытым небом, модель Солнечной системы и другие. Самый известный кромлех расположен в Англии. Это Стоунхендж. Его создавали в 3 фазы в 4-3 тысячелетии до нашей эры. Он состоит из 82 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков по 25 тонн, 5 огромных трилитонов, сооружений из 3 камней весом до 50 тонн, и так называемого алтаря в центре весом 6 тонн. Кромлехи встречаются по всей Евразии, но больше всего их на Британских островах и полуострове Британь во Франции. Из-за большой удаленности от нас во времени первобытного периода сложно реконструировать все сферы жизни людей. Для того, чтобы компенсировать этот момент, ученые наблюдают за представителями традиционных культур. Такой термин используют для обозначения культур народов, продолжающих и в наше время жить на первобытном уровне. По аналогии с подобными культурами можно предположить, что у первобытных были такие виды искусства, как музыка, песни, танцы и другие. Вероятно, причиной возникновения искусства стали религиозно-мифологические представления, которые на протяжении всей истории человечества играли очень важную роль. В следующем видео я расскажу вам о традиционных формах верований. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте в соцсетях. Спасибо вам за внимание.